Сирийская армия начала масштабную операцию по очистке Алеппо и прилегающих районов от курдских вооруженных формирований. Формально происходящее может выглядеть как инициатива на местах или как восстановление контроля над территориями. Турция, по сути, получает возможность ослабить курдский фактор в Северной Сирии. Полное уничтожение проекта Роджавы-Анкаре, вероятно, не позволит США, которые поддерживают курдов, однако его серьезное урезание и военное ослабление представляются допустимым сценарием для ряда внешних игроков. При этом данное наступление решает и более широкую региональную задачу. Сирийские курды тесно связаны с иракскими курдскими структурами, в частности с кланом Талабани, который традиционно демонстрирует относительно позитивное отношение к Ирану. В этом контексте действия Турции направлены на сокращение влияния внешних игроков в Северной Сирии и снижение возможностей для стратегического реванша. На этом фоне сирийская армия официально расширила операцию против подразделений YPG ПКК на территории Северной Сирии. Подразделения войск Дамаска вошли в Дейр-Хафир, начав восстановление контроля над восточными районами Алеппо. После вывода курдских сил сирийская армия начала вход в Дейр-Хафир и Маскану, взяв под контроль авиабазу Джирах, 34 населенных пункта и продолжив продвижение в восточном направлении. В ответ сирийские демократические силы заявили, что Дамаск нарушил достигнутые договоренности, войдя в города до завершения их полного вывода. Представители СДС предупредили о возможных серьезных последствиях, фактически дав понять, что считают происходящее односторонним изменением условий. Тем временем в освобожденных населенных пунктах местные жители начали массово срывать и уничтожать символику YPG ПКК, что стало дополнительным визуальным подтверждением смены контроля над территориями. Параллельно подразделения новой сирийской армии захватили авиабазу Тапка, вторую по счету за день на севере страны, в рамках продолжающейся военной операции против курдских формирований. Бронетехника и танки сирийской армии были замечены на подступах к Дейр-Хафиру, а ранее удерживаемая YPG ПКК авиабаза Тапка окончательно перешла под контроль Дамаска. На фоне активных действий сенатор США Линдси Грэм выступил с резкими заявлениями, пригрозив Сирии санкциями за действия против курдских формирований. По его словам, применение военной силы против курдов и СДС приведет к масштабной дестабилизации в Сирии и во всем регионе. Он также подчеркнул, что в случае продолжения наступления будет добиваться возобновления и ужесточения санкций в рамках так называемого «закона Цезаря». Примечательно, что параллельно Соединенные Штаты полностью вывели свои войска с базы Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар, передав контроль над объектом правительству в Багдаде. Сообщается, что иракские силы безопасности фактически взяли под контроль американскую военную базу. Айн-аль-Асад является крупнейшей базой в Ираке, оставленной США в рамках сокращения военного присутствия, и ранее рассматривалась как приоритетная цель проиранских группировок после ликвидации Касема Сулеймани. В Дейр-Хафире были демонтированы флаги ПКК-СДГ. После вывода курдских формирований подразделения сирийской армии начали системный вход в города Дейр-Хафир и Мискене, восстановив государственный контроль над территорией. Связанные с Дамаском силы направили в район инженерную и строительную технику для стабилизации обстановки, разминирования и восстановления базовой инфраструктуры. По имеющимся данным, более 200 человек РПК СДС покинули Дейр-Хафир. Аналогичные процессы были зафиксированы и в Мискене, где также были сняты флаги ПКК СДГ. Оперативный штаб сирийской армии объявил о полном установлении контроля над городом Мескена на востоке Алеппо, а также о начале продвижения в направлении населенного пункта Дапси-Афнан. В сети появились кадры с авиабазы Джирах,
взятый под контроль сирийской армией. Объект расположен в восточной сельской местности провинции Алеппо и имеет стратегическое значение для дальнейших операций. По данным местных источников, по мере продвижения сирийской армии к Тапке, подразделения ПКК СДГ начали покидать район. Сирийские войска взяли под контроль ряд ключевых объектов, включая военный аэродром, и объявили о начале входа в Тапку с нескольких направлений, а также об окружении подразделений на территории аэропорта Тапка. Согласно сообщениям сирийских источников, населенный пункт Сувейдия-Кибира, расположенный к северу от Тапки и к востоку от Ефрата, перешел под контроль местных сил, поддерживающих Дамаск. Источники, близкие к курдским структурам, утверждают, что сирийская армия предпринимает попытки перерезать коммуникации между Тапкой и Раккой. Представитель МИД Сирии Эшхад Салиби заявил, что СДЖ с марта последовательно применяет тактику затягивания переговоров и выигрыша времени. Он подчеркнул, что военное крыло СДЖ в значительной степени находится под контролем ПКК, а государство рассматривает курдов и СДЖ как разные явления. По его словам, часть людей была вовлечена в деятельность организации, и СДЖ необходимо принять сирийское национальное решение, чтобы освободиться от внешнего влияния. Он также отметил, что каждый раз, когда правительство делает позитивные шаги, СДЖ пытается их заблокировать. На этом фоне сообщается о переброске курдских подразделений в район Дейр-эз-Зора, что может свидетельствовать о подготовке к новым этапам противостояния. По данным The Wall Street Journal, американские официальные лица предупреждают, что сирийская армия может расширить военные операции против коалиции СДФ, что создает прямую угрозу интересам США в регионе. Сообщается, что президент Аш-Шараа одобрил поддерживаемое Турцией многостороннее наступление, которое может выйти за пределы Алеппо, пересечь Ефрат и приблизиться к районам размещения американских войск. В ответ Вашингтон активизировал дипломатическое давление на Дамаск, одновременно предупреждая о возможном возобновлении санкций в рамках закона Цезаря. На продвижение сирийской армии в направлении Тапки и Ракки отреагировал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что единая и стабильная Сирия требует не ведения боевых действий против тех, кто сражался с Даиш, а интеграции сирийских демократических сил в государственные структуры. По его словам, наступление должно быть немедленно остановлено, а Франция и Европа не могут поддерживать продолжение подобного курса. Вместе с тем Макрон отметил, что всеобъемлющее соглашение остается возможным, а президентский указ о курдских правах является шагом в правильном направлении. Помимо этого, Госдепартамент США сообщил на своей странице в социальной сети X на персидском языке, что получил информацию о возможной подготовке Ираном ударов по американским военным базам. В заявлении подчеркивается, что американские власти внимательно следят за развитием ситуации и готовы к любому сценарию. В Вашингтоне также заявили, что в случае атаки на американские объекты Иран столкнется с очень мощной силой, подчеркнув, что все варианты остаются на столе. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы быть в курсе событий со всего мира и Ближнего Востока. Оставайтесь с нами и следите за новыми событиями в регионе.